Протесты в украинских городах. Украинцев призвали выйти на улицы и не допустить времен Януковича. Запад высказывает недовольство Зеленскому из-за давления на антикоррупционные органы. А новый министр говорит, что проблема коррупции преувеличена. Россиянам закручивают гайки. Как Москва отреагировала на новый законопроект о запрете поиска так называемых экстремистских материалов. Мнение людей и почему медиасообщество, близкое к Кремлю, возмущено. День Х. Переговоры России и Украины в Стамбуле. Киев обратился к Путину перед началом встречи. Каково условия? Литва гудит из-за заявлений недавно освобожденного белорусского оппозиционера Тихановского. Отвечать пришлось президенту страны Науседе. Как оправдывается сам Тихановский и что произошло? В ООН заговорили о голоде в Газе. Израиль отвергает блокаду. Чем недоволен Гутерриш? Украина потеряла французский истребитель «Мираж». Германия депортирует мигрантов, а в Великобритании умер Оззи Осборн. Почему это произошло через 2 недели после прощального концерта? Досмотрите. Всем привет, это «Время Прядко», коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Если вам есть что сказать, делитесь своими мыслями и отвечайте на мои вопросы в комментариях. За лайк и подписку буду особенно благодарен. Время начать. И начнем с событий в украинском небе. Воздушные силы Украины заявляют о потере французского истребителя «Мираж-2000». Согласно официальной информации, во время выполнения полетного задания отказала авиационная техника. Пилот успел доложить информацию на землю, а после катапультировался. Заявляется, что поисково-спасательная команда нашла летчика, его состояние стабильное, на земле пострадавших нет. Теперь Украина проводит расследование причин авиакатастрофы. По данным украинских медиа, самолет упал на западе Украины. Россия убивает, собственная власть добивает. Путь к авторитаризму и Янукович плохо кончил. Это лишь часть лозунгов, под которыми в Украине началась волна протестов. Причина в действиях власти. Верховная Рада проголосовала за законопроект 12414, который, как пишет украинская пресса, фактически ликвидировал независимость Национального антикоррупционного бюро и специализированной антикоррупционной прокуратуры, подчиняя их офису генерального прокурора. За отдали свои голоса 263 депутата. Законопроект вызвал протесты изначально в самой Верховной Раде, а после и украинцы вышли на митинги. Призвал их выходить как можно ближе к правительственному кварталу в столице украинский военный, который писал о том, что сейчас нельзя допустить возвращения времен Януковича, а поэтому Зеленский должен наложить вето на этот законопроект. В то же время протесты прошли во Львове, Днепре и в Одессе. Мне, как ветерану, важно, чтобы мою инициативу поддержали в первую очередь простые неравнодушные граждане, поэтому прошу политические партии и деятели воздержаться от поддержки этой акции. Давайте договоримся, что акция пройдет без символики и спикеров, которые хотят высказать свои мысли. Несколькими днями ранее СБУ задержала руководителя детективов НАБУ и сотрудника подразделения Д2, подозреваемых в государственной измене и незаконном бизнесе с Россией, а также провела обыски в НАБУ без судебных решений. В свою очередь, антикоррупционное бюро и антикоррупционная прокуратура заявили, что эти действия власти направлены на уничтожение их независимости, а законопроект ограничивает полномочия. На события уже отреагировала западная пресса. Financial Times пишет, что нардепы поддержали инициативу офиса президента, и это шаг, который, по мнению критиков, даст окружению Зеленского больше влияния на расследование. Инициатива по подчинению НАБУ исполнительной власти – это очередной шаг против проевропейских реформаторов и борцов с коррупцией, что вызывает опасения западных союзников Украины о постепенном установлении авторитарного режима военного времени. Анастасия Радина, депутат от партии президента, выступившая против закона, заявила, что с его принятием антикоррупционная система Украины будет фактически демонтирована, а оба органа станут чисто декоративными институтами, полностью зависимыми от воли генерального прокурора. На Западе уже также обратили внимание на события в Украине. Киеву дали понять, что недовольны действиями власти. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что это шаг назад. Это была цитата. Серьезно обеспокоена сегодняшним голосованием в Раде. Демонтаж ключевых гарантий независимости НАБУ – это серьезный шаг назад. Независимые органы, такие как НАБУ и САП, необходимы для пути в ЕС. Верховенство закона остается в центре переговоров о вступлении в ЕС.
Послы государств G7 также пока выразили только обеспокоенность. По словам дипломатов, они поддерживают прозрачность, независимые институты и ценят партнерские отношения в Украине для совместной борьбы с коррупцией. При этом новая министр экономики Украины Свириденко, которую западная пресса называет близкой к Зеленскому, в интервью Bloomberg заявила, что в украинском обществе преувеличивается проблема коррупции. В интервью Свириденко попыталась преуменьшить проблему коррупции, ссылаясь на опросы, показывающие, что, хотя подавляющее большинство считает коррупцию широко распространенной, гораздо меньше людей сталкивались с такой деятельностью. Честно говоря, в украинском обществе и некоторых социальных группах эта проблема преувеличивается и подчеркивается, сказала премьер. С другой стороны, внешние наблюдатели оценивают Украину по другим метрикам, добавила она. Уже ближе к полуночи появилась информация, что Зеленский таки подписал законопроект про НАБУ и САП, однако спустя лишь несколько минут на сайте Верховной Рады исчезла та самая отметка, что закон был подписан президентом. Зрители из Украины, как вы относитесь к событиям, происходящим в стране в период войны? Что думаете о законопроекте, принятом Верховной Радой, и как считаете, преувеличена ли проблема коррупции в стране, как говорит Свириденко? Напишите свое мнение в комментариях. В то же время в России на слуху другая тема. Госдума в третьем чтении одобрила законопроект, вводящий штрафы за поиск так называемых экстремистских материалов в интернете. Да, именно за поиск, а не за распространение или публикацию, а за сам факт интереса людей. За документ проголосовали 306 депутатов. Против высказались 67, еще 22 воздержались. Теперь за умышленный поиск подобных материалов россиянам грозит административный штраф от 3 до 5 тысяч рублей. Депутаты «Единой России» доказывают, что законопроект направлен на защиту безопасности России и граждан. В то же время у этого законопроекта много критиков, в том числе и среди российского медиасообщества, приближенного к Кремлю. Депутаты Госдумы также говорят, что ответственность вводится не за пропаганду и даже не за распространение, а за сам факт ознакомления с определенными материалами. Я вчера с сыном разговаривал, пытался ему объяснить этот закон, как он будет работать. И я понял, есть только один вывод. Чтобы он выучил наизусть все эти 5000 названий, для того, чтобы в них не нажимать. Вот примерно как звучит этот закон. Кроме того, закон усиливает давление на анонимность в сети. Предлагается штрафовать за рекламу VPN-сервисов. Гражданам это может стоить от 50 до 80 тысяч рублей, а компаниям до полумиллиона. О том, как россияне отнеслись к подобным действиям и как собираются обходить запреты, давайте послушаем мнение из российской столицы. Сложно ответить на этот вопрос, потому что он противоречивый сам закон. Что значит запрет просмотра, экстремистских материалов? Опять же, если человек не случайно попал, либо как-то непреднамеренно, тут, мне кажется, противоречивая какая-то оценка и мнение, экспертов, мне кажется. Здесь надо просто понимать, ради чего человек вообще смотрит это все. Поэтому здесь просто, если человек попал, понятно, чисто для интереса, это, наверное, один вопрос. Второй вопрос, когда он, понятно, какие цели себя преследует, что-то проповедует, Поэтому здесь надо просто очень аккуратно подходить по таким темам, вернее. Есть телеграм-канал, что-нибудь еще придумать. Все же движется, все в движении. У нас особо, у нас есть какой-то определенный выбор, но мы пользуемся тем, что есть. Заблокируют жестче, неприятно, конечно. Ущемления, они всегда неприятны. Но выход-то найдем. День Х настал. Новый раунд переговоров между Украиной и Россией в Стамбуле. Пауза в 1,5 месяца прервана. Турция вновь переговорная площадка. Дворец Чираган встречает украинскую и российские делегации, которые фактически не изменились. Зеленский озвучил требования Украины и призвал Путина остановить войну. Украина готова работать максимально продуктивно ради освобождения наших людей из плена и возвращения похищенных детей, а также прекращения убийств и ради подготовки встречи лидеров для реального завершения этой войны. Наша позиция максимально прозрачна. Украина никогда не хотела этой войны. И именно Россия должна завершить войну, которую начала сама. В Кремле же говорили, напомню, что меморандумы Украины и России диаметрально противоположны и утверждают, что ждать прорыва от новой встречи не стоит. При этом Москва настаивает на своем, от целей не отступит.
Давайте говорить прямо. Тема украинского регулирования настолько сложна, что достижение договоренности об обменах или о возвращении тел погибших – это уже результативность. Поэтому в данном случае я не стал бы разделять вашего скепсиса. Рассчитывать на какие-то прорывы из разряда чудес, конечно, повода для этого нет никакого. Да вряд ли это возможно в нынешней ситуации. Мы намерены добиваться наших интересов, мы намерены обеспечить наши интересы и выполнить те задачи, которые мы ставили перед собой с самого начала. Западные лидеры сместили свой фокус внимания после ультиматума Трампа Путину и сейчас игнорируют самую опасную ситуацию в мире – ситуацию в Украине. Об этом пишет The Telegraph. Автор материала – бывший офицер британской армии, военный обозреватель Хэмиш де Бреттон Гордон. Он пишет, что почему-то все сейчас считают, что Путин в течение ближайших 40 дней, а именно столько осталось до конца отведенного Трампом срока, согласится на условия Белого дома. Но это, вероятно, не так. Мысли многих парламентариев, похоже, заняты их долгими летними каникулами, которые начинаются на этой неделе. Когда они закончатся через 5 недель, 50-дневный срок Трампа будет почти на исходе. Мы должны обеспечить, чтобы тогда речь шла о справедливом мире для Украины, а не о расширении войны, в которую будем вовлечены мы все. Единственный, кто остается сосредоточенным, это Путин. В то же время в Госдепе США заявили, что 50-дневный срок, установленный Трампом для Путина, не нужно считать строгим дедлайном. Это лишь окно возможностей. Ситуация динамичная и все может быстро поменяться. Никаких автономий в Литве не будет. Науседа жестко ответил на слова Тихановского. Президент Литвы Гитанас Науседа резко отверг идею создания автономий и островков для белорусов на территории страны, озвученную недавно освобожденным белорусским оппозиционером Сергеем Тихановским. В Вильнюсе призвали не воспринимать слова Тихановского всерьез, напомнив, что оппозиционер провел 5 лет за решеткой в тяжелых условиях, и его восприятие может отличаться от реальности, уверен Науседа. Всегда есть разные люди, разные мнения. Наконец, давайте учитывать тот факт, что человек в ужасных условиях последние несколько лет находился в тюрьме. Возможно, у него немного другое представление о процессах, которые на самом деле происходят, когда он много лет провел в темной тюрьме. Высказывания Тихановского вызвали бурную реакцию в медиа и в соцсетях. В ответ дипломатический советник Светланы Тихановской Денис Кучинский заверил, что белорусы не представляют никакой угрозы для Литвы. Пришлось записать ответ и самому Тихановскому. Он сказал, что никто и никогда не будет создавать никаких автономных округов и островков в Литве, и заявил, что его неправильно поняли, добавив, что как предприниматель хотел предложить белорусам в ЕС создать бизнес-хабы, чтобы они и их семьи общались между собой. Кроме того, поблагодарил Литву за гостеприимность и заявил об уважении территориальной целостности. Лейпциг-Багдад. Обратный билет без права на возврат. Депортация из Германии продолжается. Как сообщает Бильд, отправка была запланированной. Рейс из Лейпцига в столицу Ирака отправился накануне. На этот раз на борту было 43 человека. Это мужчины, некоторые, как утверждается, в прошлом привлекались к уголовной ответственности. Всего несколько дней назад из того же аэропорта вылетел другой самолет в Кабул. На его борту было 80 человек, которые также были осуждены в Германии за тяжкие преступления. Министр внутренних дел Германии Добринт не намерен останавливаться. Он продвигает идею создания центров депортации за пределами ЕС. Министр считает, что ЕС должен определить список безопасных третьих стран, куда можно будет направлять мигрантов, если прямой путь невозможен. Мы поддерживаем требования о создании центров возвращения Return Hubs. Мы считаем это инновационным и абсолютно необходимым подходом. Для этого нужны страны-партнеры, желательно расположенные рядом со странами происхождения мигрантов, которые смогут по соглашениям с нами принимать отклоненных соискателей убежища и размещать их неподалеку от их родины. Это основная идея, которую мы полностью поддерживаем. В Совбезе ООН заговорили о голоде в Газе. При этом Министерство здравоохранения Газы, подконтрольное Хамас, заявило, что за последние 2 суток в секторе от голода умерли 33 человека, включая 12 детей. Всего же с начала войны в октябре 2023 года, по их данным, от голода погиб 101 человек, из них 80 – это дети. Израиль при этом дает свои данные и отвергает обвинения в умышленной блокаде и утверждает, что не препятствует доставке гуманитарной помощи. Представитель Минобороны Израиля
Израиля заявили, что в сектор было доставлено более 2000 тонн детского питания, но не уточнили сроки. Об этом пишет BBC. Генсек ООН Гутерриш при этом уверен, что по всему миру нарушается международное право, включая права человека, права беженцев, международное гуманитарное право и Хартия ООН, а виновники остаются безнаказанными. Эти провалы в соблюдении международных обязательств происходят в период расширяющихся геополитических расколов и конфликтов, и цена этому огромна. Она измеряется человеческими жизнями, разрушенными сообществами и потерянными будущими. Нам не нужно смотреть дальше, чем на шоу ужасов в Газе, где уровень смертей и разрушений не имеет аналогов в новейшей истории. Недоедание стремительно растет. Голод стучится в каждую дверь. И теперь мы наблюдаем последние вздохи гуманитарной системы, построенной на гуманитарных принципах. В Госдепе США накануне заявили, что спецпосланник Трампа Уитков направляется в Газу. Напомню, в понедельник Израиль начал первую наземную операцию в центральной части сектора Газа, в городе Дейр-эль-Балах. Евроньюз пишет, что подобные действия вызвали беспокойство семей заложников, которые не исключают, что их близкие могут находиться именно там. И напоследок новость не о политике. Спустя 2 недели после прощального концерта умер легендарный британский рок-музыкант Оззи Осборн. В последние минуты своей жизни он был с семьей и окружен любовью, пишет пресса. Причина смерти не уточняется, но известно, что в последние годы он страдал от болезни Паркинсона. Незадолго до смерти, в начале июля, Осборн провел прощальный концерт в родном Бирмингеме с оригинальным составом Black Sabbath. Друзья, хорошего вам дня, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк этому видео, оставляйте также свои комментарии под этим видео, и я напомню, что новости за неделю собраны в плейлист, переходите и смотрите. До встречи!